Вот с таким красивым видом на военмех имени Кирова начинаем сегодняшнюю прогулку. А слева у нас Литейный мост. Здесь улица Академика Лебедева. Ну а за спиной у нас было Финский переулок. Финский переулок такой у нас пешеходный, но, как видите, очень много напаркованных автомобилей посередине. Некогда до революции Финский переулок, по Финскому переулку проходили трамвайные пути. К ним мы сейчас и идем. Мы продолжаем кататься по Петербургу. Мы у Финляндского вокзала. Сейчас вот мы к нему подойдем. Это место, где заканчивается маршрут номер 3. Ну, одна из крайних точек маршрута номер 3, на котором мы в прошлый раз уже катались. Если не видели видео, ссылку прикреплю. И здесь же начинается маршрут номер 6. Тоже проходит по историческому центру. Задевает, то есть начинается с Выборгской стороны, проходит через Петроградскую сторону и уходит на Василеостровскую сторону. То есть у нас получится 3 района города захвачено. А сейчас вот подходим, это серое здание прямо, это уже Финляндский вокзал. Современный его вид был приобретен, был получен. В общем, построили его в 60-х годах. Такой классический советский модерн. Ну, а здесь у нас кусочек самого первого финляндского вокзала, построенного в 1870 году. И как раз на него из эмиграции Ленин В.И. и прибыл. Над центральной частью вокзала возвышается такая башенка 16-метровая, но вместе со шпилем высота 30 метров. На башне на площадь Ленина выходят часы. Ну, а здесь мы будем стартовать. Это остановка начальная и конечная нашей селевой брички. Надеюсь, приедет хороший, не гремящий вагончик. Ну вот мы уже забежали в шестерочку. Она как-то так экстренно подъехала, и мне пришлось забегать. Не успел вам внешний вид его снять, сниму в конце, сейчас вставлю видео. Мы едем на современном трамвае, вагоне, сделанный компанией Ростеха, с такой интерактивной, не знаю, доской, экраном, на котором отображаются, где мы сейчас едем. Такое полупрозрачное, как бы, наверное, на видео плохо видно, с историческими вставками по маршруту. Ой, кстати, я не заплатил за проезд. У нас здесь такие валидаторы для бесконтактной. И просто вот по дорожничкам оплачиваем. Следующая остановка — гостиница Санкт-Петербург. Мы едем, называются эти вагоны Достоевский, трехсекционники. Раз, два и 3 секции. Кабины с обеих сторон, сначала и с конца. Так, первое, что у нас по пути следования, это вот военно-медицинская академия имени Кирова. Улица Академика Лебедева 6. Странно, но это, видимо, один большой корпус. Лучше всего, если вы, сев в трамвай, будете с левой стороны смотреть в окошко.
все основные достопримечательности будут у нас по левую руку. Но кое-что будет справа. Такие ручки, не ручки, а кнопки. При посадке, пожалуйста, не стойте у двери. Проходите в салон. Впереди у нас Самсониевский мост. Мост через речку Невку. Сейчас я вас постараюсь прицепить к окну. Осторожно, двери закрываются. Крейсер Аврору, ну и большую Неву. А здесь Нева ответвляется. Речка называется Невка. Далее делится на большую и малую Невку. Справа здание голубое Нахимовского училища. В другую сторону. Чудесная сегодня солнечная погода, но пока еще прохладно. По-моему, плюс 8 я выходил был. Здесь у нас начинается улица Куйбышева. Осторожно, двери закрываются. Над водой мы будем за всю поездку проезжать 2 раза. Первый раз это был Самсониевский мост. Увидели Аврору и попали на Петроградскую сторону. То есть мы сейчас на Петроградке. Едем к станции метро Горьковская. Будем мимо ее проезжать. Вообще у нас по маршруту целых 5 станций метро будем проезжать. Это вот мы начали от площади Ленина. Дальше у нас Горьковская. Будет Спортивная.
будем проезжать мимо Василия Островской и приедем на Приморскую. И конечная трамвая номер 6 — это улица Кораблестроителей, в конце Наличной. Ранее улица Куйбышева называлась Большая Дворянская улица. Сейчас мы будем пересекать Мичуринскую улицу. Мичуринская называлась Малой Дворянской. В непосредственной близости от улицы Куйбышева находится домик Петра на набережной. Остановка Троицкая площадь. Следующая остановка. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, держитесь за площадь. Вот подъезжаем к Троицкой площади. Одной из достопримечательностей, расположенной на Троицкой площади, это при съезде с Троицкого моста. Это в современное время сейчас Музей политической истории России. Состоит из, наверное, 3 зданий. Это особняк балерины Ксишинской, особняк Бранта. Сейчас мы Бранта проезжаем. Слева особняк Ксишинской, а посередине уже в советское время была построена такая стройка. Ну и сейчас Музей политической истории. Почему выбрали? Ну, скорее всего, из-за событий 17-го года. Ибо большевиками этот особняк был выбран как штаб-квартира за счет своего удобного расположения. РСДРП, т.д. и т.п. Следующая достопримечательность — это мы проезжаем мечеть, построенная еще в начале 20 века, преимущественно на деньги татарской общины. Красивейшая такая мечеть для Петербурга, отделанная майорикой, как правильно, голубого цвета. Это вот плиточками. Тогда в начале 20 века было модненько. Подъехали уже к Горьковской. Есть памятник Горькому. В этом домике, по-моему, в этом или в следующем Горький квартировался. Так, здесь станция метро, наша летающая тарелка. Будем ехать по Кронверскому проспекту полукругом мимо Александровского сада. Проедем в Мюзик-холл
планетарий, зоопарк. Вообще долгое время Александровский сад было пустое место. Опять же, в силу того, что это проезжаем Петропавловскую крепость. И кронверк Петропавловской крепости это вот было просто пустое место для того, чтобы пушки могли свободно в этом направлении простреливать. Обороняться. Ну а впоследствии, когда необходимость пропала, разбили первый тогда общественный парк Александровский. Следующая остановка – Веденская улица. Осторожно, двери закрываются. Так, наверное, я опять перецеплюсь. У нас тут уже в вагоне прибыло. На Горьковской много людей забежало. Ребята тут потерялись, как платить картой. Приезжаем в здание университета ИТМО. За ним сытный рынок Петроградский. Следующая остановка – Просвет, Доброгород. Так, перейдем пока на левую сторону. Конечно, солнечная. Осторожно, двери закрываются. Осторожно, двери закрываются. Она улица должна быть в магазине, приехала. У нас как раз здесь зоопарк. Этот забор зоопарка Ленинградского. И где-то здесь, на фонарном столбе, должен быть флюгер «Русалочка».
увидим. Мы поворачиваем на улицу Добролюбова. А вот тють, флюгер «Русалочка». Сообщите кондуктору и водителю. Самостоятельно не перемещайте и не обследуйте обнаруженные безнадзорные предметы и вещи. Наша безопасность в наших руках. Этот исторический район Петроградки называется Мокруши. Видео по прогулка по этому району тоже уже есть. Ну, по улице Добролюбова, у нас по правую руку сейчас должен будет быть князь Владимирский собор, Успенский сквер вокруг него. Месте князь Владимирского собора еще практически с самого начала строительства города была церковь, так она и называлась, церковь на Мокрушах. Ну а современный князь Владимирский собор был заложен еще в 1740 году. Но, по-моему, во время блокады в этом соборе хранились хранилась икона Казанской Божьей Матери. Такой парк перед собором. Ну и здесь у нас остановка станции метро Спортивная. Ну и, соответственно, будем проезжать. Слева у нас спорткомплекс юбилейный. Ну и сейчас поворачиваем налево на Тучков мост. Это вот второй раз, когда мы будем ехать над водой. В данном случае от Большой Невы. А нет, наврал, над Малой Невой. Здесь у нас еще стадион Петровский попадает. Это некогда основной стадион «Зенита». Все игры на Петровском были. И стадион, одна из его особенностей, стоит на острове. То есть вот стадион — это остров. Вокруг вода. На Тучков мост выходит большой проспект Петроградской стороны. Сейчас вот я вам его показываю. Будем поворачивать, будет видно.
по Тучковому мосту мы попадем на Васильевский остров, в Василеостровскую сторону. Стрелка Васильевского острова, виднеется Растральная колония, Биржевой мост, ну и Эрмитаж. Здесь выход второй со станции метро Спортивная. Одна из особенностей станции метро, что прямо под Невой сделан туннель с горизонтальным траволатором. И на станцию Спортивную, со станции Спортивной можно выйти прямо на Васильевский остров. Так, у нас первая линия Васильевского острова. Следующая остановка – станция метро Василеостровская. Дедушка сел. Екатерининская церковь. Осторожно, двери закрываются. Храм святой великомученицы Екатерины. Уважаемые пассажиры, чтобы выйти из трамвая или войти в него, как пишут, основными посетителями этой церкви были как раз рабочие биржи. Дверь откроется автоматически. Пожалуйста, к выходу готовьтесь заранее. Мы вывернули на Средний проспект. Вот перед нами самая узкая улица в Петербурге. Была только что, соединяющая средние и большие проспекты. Далее вот нас встречает лютеранский приход, лютеранская кирха святого Михаила. Ну и у нас впереди станция метро Василеостровская.
У нас 6-я, 7-я линия. Вот по Среднему проспекту мы сейчас проедем через все линии. Через все линии Васильевского острова. Сейчас у нас 6-я, 7-я линии, пешеходный участок между Средним и Большим проспектами. Прямо у станции метро стоит памятник Конке. Так, наверное, переедем на другую сторону, ибо нам что-то солнце тут сильно слепит. Представители северного модерна, доходные дома. Пойду немножко вперед. То есть какой-то у нас гость Средней Азии громко по телефону говорит. Будете наблюдать, как архитектура меняется от Василеостровской к Приморской станции метро по проспекту, как осовременивается. Остановка 12-я и 13-я линии Васильевского острова. Следующая остановка – Музей городского наземного транспорта. Осторожно, двери закрываются. Осторожно, двери закрываются. Кто-то опрометчиво открыл окно на проспект. Шумный, грязный. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, держитесь за руки. Это приведет вас до падения в случае экстренного торможения трамвая. Так вот, по маршруту номер 6 уже на Васильевском острове в конце Среднего проспекта можно выйти, не ехать до конца, а можно выйти на остановке с названием Гаванская. Не от слова Гаван, а от слова Гавань. И минуток 10-15 через дворы, через там парчок будет. Парк. Остановка
Музей городского наземного транспорта. Не помню, как парк называется. Следующая остановка. В общем, можно выйти все в кабелю порт. А там и Брусеницын. Такие пространства общественные, увеселительные. Особенно если это будет у вас прогулка, прокатка в выходной, то наверняка в выходной день там какое-то мероприятие будет. Да, остановка вот этого музей общественного транспорта. Здесь находится Василеостровское депо и трамвайный музей. По-моему, просто так туда сходу не ворваться. Экскурсии в определенное время, в определенные часы проходят, ну и при наборе какого-то минимального количества человек в группе. Уважаемые пассажиры, при посадке, пожалуйста, не стойте у двери. Проходите в салон. Здесь как раз депо и музей. На улице выставлены трамваи разных лет. И, кстати, в том числе стоит трамвай, на котором мы едем. Ну, скорее всего, или Довлатов, или Достоевский. Отличаются они друг от друга только количеством секций. На Достоевском 3 секции, а на Довлатове 2. Низкопульники, сделанные в стиле 60-х годов легендарного стилеги. Но только внешка. А вся внутрянка у них, конечно же, современная начинка. И системы безопасности как для водителя, так и для пассажиров. Остановка 22 и 23 линии Васильевского острова. Следующая остановка 28 и 29 линии Васильевского острова. Осторожно, двери закрываются. До сих пор на Среднем проспекте, что мы ехали, это были дома доходные, постройки конца 19 века. Конечно, можно рассказать про каждый дом что-то, но формат такой нашей сегодняшней прогулки не позволит, ибо мы слишком быстро проезжаем. У нас тут светофор тормозит нас. Контрасты. Какая-то промышленная советская, уже не функционирующая, но и современные жилые комплексы. Слева у нас парк Василеостровец. За ним ДК имени Кирова. А рядом с ДК имени Кирова музей современного искусства Эр-Арта. Показочная
интерактивную эту окошку. Что-то не активируется. Не включается. Так, повторюсь, тут проезд показать. Вот здесь, на этой остановке, на Гаванской, можно выйти и уже пойти в сторону Севкабеля через Опочинский сад. Ну а здесь мы поворачиваем направо, должны, по крайней мере. Пройдем конец. Присяду все-таки. Здесь мы проезжаем Шкиперский поток.
начинаются уже сталинские дома. Ну, это конец 50-х годов. '58-й, наверное. Ну, конкретно этот дом. Такой без красивой отделки. Чисто для пролетариата. Перейду на правую сторону. Мы будем поворачивать налево на Малый проспект Васильевского острова. Ну и будет красивая, вот уже слева появляется такой комплекс зданий, так называемый Гаванский рабочий городок. Из названия можно догадаться, для кого это было. Ну а мы, чуть-чуть проехав по Малому проспекту, выезжаем на улицу Наличную. Наличная. Рядом с нами Галерная гавань, Галерный ковш. Здесь было неподалеку выставочное пространство. Ну и морской вокзал. По левой сейчас стороне будем проезжать. Горный институт отстроил себе целый квартал. Называется Васильевский. Здесь как и жилые здания, так и учебный корпус есть. И вот проехали, это парковка была многоуровневая. Скоро остановите машины.
прям рядом со станцией метро Приморская. Там прям у нас гостиница. Как же она называлась-то? А вот эти дома на курьих ножках. Сейчас пока не видно. Выйдем на мост через реку Смоленку, и вы увидите курьи ножки этих домов. Река Смоленка. Ну а справа у нас за этим торговым центром вход в станцию метро Приморская. Вот прямо перед нами за остановкой. Здесь уже представители брежневской архитектуры, так называемые дома-корабли. Слева, что справа. Вперед, смотри. Через одну комиссию будет. Через одну комиссию. Такие корабли. Почему? Потому что внешний вид прям напоминает палубу какого-нибудь тихоокеанского лайнера. Ни одного балкона. Ну а мы тем временем, сколько у нас это заняло, 52 минуты, вроде как, приехали на конечную. Конечная остановка. Что у нас интерактивный? Следующая конечная остановка. Так и не заработал, что ли, заразика. Странно. Подтверждаю. Что, что метро? Вот не будем платить? Здесь кольцо трамвая для разворота.
Хотя вот Довлатов и Достоевский, они могут и без разворота, ибо у них, как я говорил, кабины с обеих сторон. Мы уже почти у набережной Макарова. Здесь съезд западного скоростного диаметра с ДСД. О, видно уже Зенит-арену. И сейчас самое главное, что я вам хочу показать, не успел показать в начале. В Петербурге есть цветовая дифференциация маршрутов трамваев. То есть издалека, там в темное время суток, можно, не видя номера, может там у кого зрение или еще чего-то, но по фонарикам определить, какой маршрут к вам едет. Вот, например, у трамвая маршрута номер 6, вот тут его коллега стоит, это 2 синих фонарика. Соответственно, издалека мы можем уже сразу понимать, что к нам едет шестерочка. Вот. Такой вот наш современный стиляга, выкрашенный в 2 цвета. Цвет слоновой кости, снизу такой странно зеленоватый. Опять же, похожий цвет был и в 60-е годы на стилягах тех лет. Специально серия выпущена для Петербурга, которая способна разворачиваться на угле вот кривизны вот этого трамвайных путей в 14 градусов. Что-то так, как-то вот так там писали, когда Ростех презентовал их. Ну, собственно, мы на конечной трамвая номер 6. Как и куда отсюда мне добираться, я пока не придумал. Так что... Так, против солнца, извиняюсь. Так что, я сейчас тут покружусь, поверчусь, посмотрю, что здесь, возможно, есть интересного. Ну и продолжаем гулять по самому красивому городу, Санкт-Петербург. Спасибо, что были со мной. Пока.